Любая производственная деятельность человека нуждается в энергии. Горнодобывающая промышленность относится к одной из самых энергоемких, поэтому надежное и бесперебойное энергоснабжение объектов горнообогатительного комбината является важнейшей задачей Севералмаза. Особую сложность эта задача приобретает из-за большой удаленности месторождения алмазов от Архангельска – около 100 километров посреди Северного леса. У Ломоносовского горнообогатительного комбината своя уникальная автономная энергосистема. Сердцем этой системы являются две стационарные дизель-электрические станции. Они полностью обеспечивают комбинат электричеством и теплом. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 30 мегаватт, а тепловая – 24,8 гигакалорий. Аналогичных электростанций, построенных в отдельно стоящих зданиях, по всей России не больше десятка. В 2017 году произведено более 90 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что сравнимо с совокупным электропотреблением таких районов Архангельской области, как Лишуконский и Мизенский. Для снабжения электроэнергией всех объектов комбината проложено более 100 километров воздушных линий электропередач, установлено и подключено более 130 трансформаторных подстанций. На предприятии используется новое и самое современное оборудование, как импортного, так и отечественного производства. Для снижения электропотребления эффективно внедряются технологии частотного привода. Особое значение в деятельности энергослужбы предприятия играет теплоснабжение объектов Ломоносовского ГОКа для поддержания комфортной жизнедеятельности работников. В целях повышения энергосбережения тепло на станциях производится за счет охлаждения выхлопных газов от дизель-генераторных установок. Такой метод, кроме энергосбережения, позволяет снизить температуру выбрасываемых газов в окружающую среду, что благоприятно влияет на экологию. Также на месторождении применяются котельные на отработанном масле, что сильно уменьшает себестоимость производства тепла. Основной составляющей себестоимости производства электроэнергии и тепла является стоимость топлива. В настоящий момент ведутся работы по переводу дизель-электрических станций комбината на тяжелое топливо – мазут. Его стоимость намного меньше стоимости дизельного топлива. При этом особое внимание уделяется соблюдению требований экологической безопасности. Работы планируется закончить летом 2018 года. На сегодняшний день энергетическая служба Ломоносовского горнообогатительного комбината насчитывает более 120 человек. Они трудятся день за днем, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение предприятия в условиях полной автономии. Именно эти люди дают энергию для добычи алмазов.